Всем привет, мои уважаемые зрители! У нас прогноз на первую половину августа для знака зодиака Скорпион. Мы коснемся сферу отношений, любви, работа, бизнес, финансы. Также мы получим совет или предупреждение от Таро. А Ленорман нам подскажет сюрприз или неожиданность. Скорпионы, первая половина августа. Что у вас будет происходить в начале августа? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта. У кого есть отношения или брак? Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость? Что у вас будет происходить? И для тех, кто в поиске работы, какие у вас перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? И совет или предупреждение от Таро. На дне колоды у вас рыцарь пентаклей. Ну, карта может говорить, что вас будут ожидать хорошие новости, перспективы, связанные с деньгами, с работой, с бизнесом. Кто-то может получить продвижение по карьерной лестнице, также кто-то получит прибыль, если это вы на себя работаете. Еще это может быть повышение зарплаты, какая-то незапланированная премия. Но еще кто-то может поехать по работе, кого-то могут отправить в командировку, вот тут движение вперед. Да, это может быть рост вашей финансовой составляющей, как бы колесница, продвижение. Но еще это может быть траты на какую-то поездку или командировку. Но еще карта может говорить о покупке. Это может быть что-то связано с автомобилем, земельные участки, может быть покупки для вашего бизнеса, для вашей работы. То есть вложение денег. Также это может быть знакомство с представителем земной стихии, Телец, Дева, Козерог. Это человек где-то 25, до 40 лет. Да, мужчина познакомится с такой женщиной, а женщина познакомится, потому что здесь ложится императрица, это смена статуса в любви и в отношениях. Хорошо, давайте посмотрим сюрприз, неожиданность, Скорпионы, первая половина августа. Что нам скажет Ленорман? Как интересно преодолеть гору и встать на развилке. Или же у вас появляются какие-то варианты. Ну, по горе это может быть восхождение на какую-то вершину, это может быть, как я сказала, вот продвижение по карьерной лестнице, появляются какие-то новые перспективы, надежды. Может быть, даже будет несколько вариантов или предложений. Но вот по клеверу нужно попытаться поймать удачу за хвост. Не упустить какие-то новые возможности. Да, и в начале августа у вас ложится тройка пентаклей. Кто-то, может быть, из Скорпиона будет сдавать экзамены, проходить какие-то тесты. Это может быть еще, знаете, мы поступаем на работу, но на работу или, может быть, продвижение по карьерной лестнице, это как переаттестация. То есть вот человек ваяет эту скульптуру, а два человека стоят, его оценивают, что он умеет, его талант, опыт, его знания. Здесь карта говорит, постарайтесь, да, перейдете на какой-то более высокий уровень. Или получите эту работу, или сдадите какие-то тесты, экзамены. Но это может касаться и отношений, когда мы над ними тоже работаем и переводим наши отношения на более серьезный такой устойчивый уровень. Для кого-то это может быть работа в какой-то сплоченной команде. Опять вам здесь нужно показать все, что вы умеете. Если ваша работа связана, например, с торговлей, то здесь карта говорит о хорошей прибыли. Ну, вам нужно вот товар, тот, который вы продаете, или какие-то услуги, вам нужно постараться их как бы
ну, расхвалить, да, вот, чтобы купили, чтобы вы получили эту прибыль. Еще карты советуют вам, если вы на себя работаете, сейчас вкладываться в свой бизнес, в развитие, может быть, в расширение. В дальнейшем все это окупится. Хорошо. Для тех, кто в отношениях или в браке, ложится четверка жезлов. Здесь может быть какие-то праздники, связанные с вашим домом, с вашей семьей. Это может быть дни рождения. Кто-то здесь, может быть, готовится к свадьбе. Также это может быть какая-то праздничная дата для вас, там, годовщина свадьбы, юбилей у кого-то. Это когда мы украшаем свой стол, накрываем столы и приглашаем друзей. Еще эта карта, вот здесь стоит скатерть с урожаем. Может быть, кто-то закончит ремонт или строительство дома, если вы этим занимались. Также эта карта говорит: живите здесь и сейчас, получайте удовольствие от того, что у вас уже есть. Да, строить планы на будущее — это хорошо, но и не забывайте как бы присутствовать в реальности. То есть карта говорит, вы над чем-то очень долго работали, и сейчас вы получаете результат своих трудов. Ну, кто-то работал над отношениями, да, вот сейчас готовитесь к торжеству, ну, кто-то, может быть, работал над своим домом. Для тех, кто в поиске любви, императрица, я уже сказала, это смена статуса. Да, мужчина обретает вот такую женщину, отношения будут очень крепкие, надежные, ну, обрести хорошую хозяйку и хорошую жену и мать. Может быть, это представительница земной стихии, как я сказала, телец, дева, козерог. Может быть, это знакомство на работе или в какой-то командировке, поездке. Да, вот создать очень гармоничную семью, такой крепкий домашний очаг. Ну, а женщины меняют статус, женщины влюбляются. Здесь, вы знаете, еще, может быть, у вас даже выбор будет. Или все-таки здесь знакомство, вот как я сказала, по рыцарю, это может быть где-то в дороге. Может быть, вы по делам поедете, или какие-то покупки будете совершать. Или, может быть, кто-то поедет в командировку. Ну, как вариант, здесь может быть знакомство в дороге. Хорошо. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, ложится старший аркан звезда. Здесь может быть начало какого-то крупного бизнеса или проекта. Может быть, вы пройдете профаттестацию или появится какая-то вакансия, но значительно выше, чем там, где вы работали. Но здесь вам нужно будет как бы вот доказать, что вы сможете справиться с этой работой. Или здесь присоединиться к какому-то крупному проекту, ну вот как влиться. Но опять тут нужно постараться. Вот гора может говорить, что были трудности в работе, в бизнесе, какие-то проблемы, изоляции, препятствия. Ну, что-то мешало вам развиваться. Вот будет удачный шанс, может быть, начать новый этап или новый старт. То есть эта карта говорит изменение к лучшему. Но здесь, может быть, вам нужно будет принять решение. И это решение, скорее всего, изменит вашу жизнь. Но по клеверу это будет все к лучшему. Может быть, нужно будет вот дать согласие, решиться на какой-то вот новый проект или новые назначения. Как бы не бояться. Иногда гора говорит, это мы сами эту гору выстраиваем, сомневаясь в своих возможностях. Ну или здесь вам нужно будет потрудиться, чтобы преодолеть какие-то препятствия. Да, звезда всегда дает надежду на благополучное будущее. Здесь появляются какие-то очень хорошие перспективы, развития, движение вперед и какая-то очень долгосрочная цель. Тут самое главное, карта говорит, поверьте в себя. Может быть, здесь что-то еще связано с удаленкой, может быть, это интернет. Или, знаете, еще звезда. Звезда — это когда мы показываем то, чем нас наделила Вселенная. Может быть, здесь, не знаю, какая-то очень важная роль. Или вы сможете стать певцом, композитором. Ну, это выражение вообще в творчестве. Давайте вам хотя бы одну карту пояснить, с чем это может быть связано. Король мечей. Здесь может быть... Король мечей вообще это специалист высокого уровня. И при помощи своих знаний он как бы помогает другим людям. Это может быть что-то связано с юриспруденцией.
может быть врач, преподаватель, то есть других обучать, вот обучать других. Также это может быть что-то связано там, где носят форму, оружие, интеллект, но может быть еще творчество. Все-таки, да, мечи — это мысли, может быть даже занять какой-то властный пост. Все-таки король мечей, он обладает властью. Но в любом случае эта карта говорит о продвижении по карьерной лестнице. Хорошо. Да, может быть это еще, знаете, руководитель, начальник, но такой жесткий, но справедливый. Может быть, да, я уже говорила, юриспруденция, да, может быть, вам нужно будет побороться за пост, например, нотариуса, судьи. Туда очень тяжело попасть. Но карта говорит, постарайтесь, у вас получится. Хорошо. А для тех, кто в поиске работы, ложится десятка жезлов. Вы знаете, вы можете найти работу, но, может быть, или работа для вас пока будет сложна. Но это как происходит, когда мы приходим на новую работу, у нас еще мало опыта, знаний, умения, и нам тяжело справляться. Да, карта говорит, это переходной этап. То есть, когда вы привыкнете, вам будет намного легче справляться. Или это будет очень тяжелая физически работа. Может быть, вот тот дом нарисован, это что-то связано, может быть, строительство, ремонт, отделка. Нагрузка будет очень большая. Или большая ответственность. Как правило, карта говорит, если вам тяжело пока будет справляться, ну, попросите тех людей, которые там работают, помочь вам, разъяснить, чтобы вам стало легче. Да, но в любом случае, вот карта говорит, ищите. Да, может быть, кто-то вообще вот из мужчин, например, устроится грузчиком. Это вот перевозка там мебели, когда люди переезжают. Какая-то вот такая тяжелая нагрузка. Ну, давайте вам совет, что ли, посмотрим. Для тех, кто в поиске. Я говорю, ну, какой-то будет этап у вас, тяжело вам будет, потом все как бы устаканится. Самое главное, умеренность говорит, да, если новая работа и хотите себя показать с лучшей стороны, все равно вот умеренность, она говорит, соблюдайте равновесие, баланс, то есть не забывайте отдыхать, ну и не нагружайте себя. Поначалу слишком много не берите на себя ответственности, обязательств, а сначала привыкните. Да, это совмещать работа-отдых, работа-отдых. Хорошо. Финансы, колесница. Колесница, как правило, говорит решение вопросов, поступление денег, но она может быть связана с чем? С получением новой работы, с продвижением по карьерной лестнице, когда у вас растет рост полномочий, да, растет финансовая прибыль, но растет и ответственность. Также это может быть приход денег откуда-то, может какая-то помощь. Кто-то может поехать в командировку, кто-то будет переезжать. Да, тут будут траты на переезд. Но в любом случае, карта говорит, будет движение. Движение финансов. Значит, если когда есть чему двигаться, значит деньги будут. В конце 15 дней тройка кубков. Тройка кубков – это получение результата. Это удачная сдача экзаменов, может быть, каких-то тестов. Также это получение новой работы, продвижение по карьерной лестнице. Это подготовка, да, вот, к празднику. Это когда мы собираемся и что-то отмечаем. У кого-то это может быть помолвка, у кого-то может какие-то дни рождения, праздники. Ну вот что-то у вас тут связанное с домом или с вашей семьей. Ну да, и новая любовь, конечно. Здесь, знаете, как совет предупреждения, я думаю, что все-таки это предупреждение. Пятерка кубков – это какие-то потери. Да, здесь могли быть потери отношений, любви, может быть, у кого-то вообще человека не стало. Также это могут быть какие-то потери, ошибки, разочарования, может быть, в работе, в бизнесе. Но иногда мы через эти потери обретаем что-то более лучшее. Может быть, сами бы мы никогда от этого не отказались. Если у вас было какое-то вот разочарование, карта говорит, сейчас нужно вот эти два кубка, да, выходить из этого состояния. Если, например, для тех, кто в поиске любви, были какие-то, может быть, предательства, или, как я говорила, человека не стало, но вы-то живы, да, вы должны продолжать жить, есть шанс познакомиться.
Ну, вот это может касаться любой сферы жизни. Самое главное, карта говорит, не зацикливайтесь вот на этих потерях. Жизнь продолжается. Посмотрите по сторонам. Что сейчас вам будет предлагать Вселенная? То есть, может быть, вот эта гора, это может быть, вы сами эту гору выстроили между собой и другими людьми. Или это были какие-то препятствия, неудачи, потери. Но сейчас у вас открываются новые пути. Самое главное, развилка говорит, вы должны просто на них решиться. Может быть, даже куда-то нужно будет уехать, вот по колеснице. Хорошо, давайте еще посмотрим для вас совет от Веканского оракула. Скорпиону, первая половина августа. Совет от Веканского оракула. Очень похоже на пятерку кубков. Да, если посмотрите, тоже около воды человек сидит и грустит. Эта карта ложится перевернутая сейчас. Ваши мысли темны, неясны и заполнены слишком большим количеством информации. Ограничьте свои разговоры, чтение новостей и просмотр телевизора. Позвольте тишине наполнить вас. Но еще это поглощение и углубление в какие-то эмоциональные паттерны, может быть, потери. Это вот, как я говорю, очень похоже на пятерку кубков. Да. Хорошо, еще давайте получим для вас совет от оракула «Магические врата». Скорпионы, первая половина августа. Действуй. Я с энтузиазмом хватаюсь за благоприятные возможности, которые предоставляет мне жизнь. Да. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.